Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня день, когда я решил сделать суп. В нашей семье я делаю суп раз в неделю. А мои парни сегодня сказали, не сегодня, а уже очень часто стали говорить: пап, почему ты не сделал нам китайский суп кукуруза с курицей? Я подумал, что почему бы и нет, потому что этот суп очень вкусный, питательный и делается очень-очень легко. Я взял кастрюльку, налил пол кастрюльки воды и положил 2 кусочка курицы. И теперь это мы поставим вариться. А тем временем в мисочку я положил 2 столовые ложки крахмала и залил водою. Это нам понадобится. Потом баночка кукурузы нам понадобится. Понадобится нам лук. Ну, я сюда, в этот суп не входит этот пакчо, это китайская зелень. Но я стал добавлять, и, честно скажу, она очень-очень хорошо идет вместе с этим супом. Так что, благо, что мы на кухне у себя дома, и мы можем экспериментировать и смотреть, что у нас получается или нет. Но я уже делал этот самый суп с этим пакчо, и получается очень хорошо. Также я нарежу зеленого лука. Также я добавлю 3 яйца. И соль и перец. Так что мы сейчас сделаем? Мы ждем, пока у нас бульон вскипит с курицей. Конечно же, снимем пенку, и тогда мы добавим туда лук. В то же время, когда у нас курица сварится, я эту курицу вытащу и порежу на мелкие-мелкие кусочки. И обратно поставлю кастрюльку. В китайских блюдах, я обратил внимание, они не нарезают лук очень мелко. Ну, я сегодня решил немножко мелко нарезать, а так иногда я по-крупному режу. И в этот суп я зеленый лук добавляю сам. Это от меня, я экспериментирую таким образом. Я знаю, что этот суп делал, я добавлял этот лук таким образом, идет тоже очень-очень хорошо. Все, на тарелочку. И также я нарежу сейчас большой белый лук. Мелко нарезать я не собираюсь его. Главное, чтобы он дал привкусность в бульоне. В этот суп много составляющих не идет. И все очень просто, но очень вкусно. Я помню, как-то я пошел в китайский ресторан давно очень. И там этот суп был, что-то для меня было интересно попробовать. И вы знаете, я попробовал. И потом я дома стал экспериментировать, смотреть, как же они этот суп делают. Ну и я тогда пришел к своим выводам и своим методам приготовления этого супа. Также сейчас мы возьмем яйца. И 3 яйца мы положим в миску. И теперь мы можем это немножко взбить, потому что нам надо немножко взбитые яйца. Не совсем как с миксером, а вот так, как супы добавляем. Сейчас все это мы приготовим, нарежем, и тогда у нас только останется все добавлять в этот бульон. Курица у нас закипела, сейчас мы быстренько пеночку снимем. И теперь мы добавим лук туда. И также совсем почти что забыл, мы добавим туда соевый соус с грибами. Можно просто соевый соус, но у меня есть соевый соус с грибами, что почему бы и нет. Как говорят, маслом кашу не испортишь. Так как это еще у нас китайский суп, значит, соя должна пойти.
Я не знаю, может быть, кто-то профессионал, шеф или повара делают эти супы, они знают, как точно делать, но я делаю по-домашнему, так как я сам экспериментировал, у меня так получилось. А самое главное, что это вкусно. И моей семье нравится это. Теперь я порежу эту китайскую зелень, пак чой. Резать я буду по-крупному. И как порежем, сразу пойду еще и вымою, потому что я вымыл, а тут смотрю, в глубине у корня еще грязное все. Так что я сейчас порежу и пойду тоже все это вымою. Но, честно скажу, когда я готовился к видео, то я уже все вымыл. А теперь посмотрим, если у нас курица сварилась. Мы можем курицу разделать на кусочки. Да, курица у нас сварилась. И сейчас я разделаю на мелкие кусочки. Когда я делаю супы, я редко когда разделываю курицу на кусочки маленькие. Но на некоторые супы, как этот суп, то я предпочитаю разделать на мелкие кусочки, потому что это уже называется как куриный кукурузный суп, что тогда каждый получит немножко курицы. И будут очень мелкие кусочки, посмотрите, вот такая мелочь. Так что не надо через блендер пропускать. Потому что если через блендер пропускаете, то оно еще может превратиться как в кашу. Курицу и сам бульон я еще не солил, потому что как мы добавим соевый соус, тогда будем смотреть, надо нам солить и сколько нам надо, потому что соевый соус уже соленый. Не сделайте такую ошибку, как я раньше сделал. Я помню, добавил соевый соус, не подумавши, еще соль туда бухнул. И когда все сварилось, да, было очень вкусно, но очень-очень соленое, что в итоге никто не смог кушать. Потому что разбавлять даже водою горячей, это уже не помогло, потому что сам соевый соус уже, я считаю, как концентрированный приходит, так что из-за этого, ну, как говорят, на ошибках учатся. Если уже один раз ошибся, знаешь, где твоя ошибка была, то ты уже эту ошибку не повторяешь. Я уже в одних видео уже упоминал, что я с половины следующей недели меня не будет. И я уезжаю в отпуск со своими детьми, навестить мою маму, и дети навестят, конечно же, бабушку. Но так как, чтобы вы меня не теряли, и чтобы я с вами как бы постоянно, вот, когда выкладываю свое видео, я уже заснял видео на 1 неделю, что каждый день одно видео будет выходить. И я поставлю на YouTube, что они каждый день по дням будет новое видео выходить. Так что вам скучать я так не дам. Конечно, шучу, это ваше полное право, если вы хотите смотреть, если вам нравится, я очень признателен, что вы поддерживаете меня. Но с этим временем вы не почувствуете мое отсутствие на канале. Ну и пока я буду отдыхать у своей мамы, я посмотрю, какой у нас план там будет, потому что я хочу навестить родственников. Надо на кладбище съездить, у меня где отец похоронен, где сестра похоронена. И там сделать семейные дела, семейно-человеческие дела хочу сделать. Так что и вот сегодня я даже разговаривал с племянницей, я ее не видел, уже
где-то 3 года, потому что когда у нас был этот вирус, я не смог туда летать, и после вируса я ездил тоже, не пришлось увидеться, но в этом году мы точно увидимся, и будет вся семья. На английском говорят family reunion, это воссоединение семьи. Так что я, честно говоря, не могу дождаться всех увидеть. Я езжу навещать свою маму раз в год. Она далеко живет от меня, туда надо на самолете 3,5 часа, около 3 часов летит самолет. И билеты дорогие тоже, и вообще всегда смотришь, как можно дешевле получить билет. И как всегда, когда дети на каникулах, билеты на самолеты, цены на билеты взвинчиваются. Итак, теперь курицу, то, что мы разделали, порезали на мелкие кусочки, мы ставим обратно сюда в бульон. Таким образом. И подождем, как она закипит. Как вы видите, этот суп делать очень-очень легко. Здесь много составляющих не надо. Если вам китайская кухня нравится, я думаю, что этот суп вам тоже понравится. Так, суп у нас опять закипел. И теперь я добавлю туда нашу кукурузу. Курица с кукурузой хорошо кипят. А теперь я добавлю сюда немножко перца. Такие немножко горошка. И сюда я теперь добавлю соевый соус. Я добавляю на глаз. Это где-то 2 столовые ложки соевого соуса я добавлю. Теперь я сюда добавлю эту китайскую зелень, пак чой. Все мы не забываем перемешивать. Я дам покипеть пару минут, и тогда я попробую на соль. Сейчас попробую на соль. Обязательно надо немножко соли добавить. Каждый солит по вкусу, потому что некоторые любят много соли, некоторые мало соли. У меня здесь родственница живет. Она, у нее корни Пакистана и Бангладеша. И сколько раз я к ней прихожу, она знает, что я люблю соль. Она всегда, когда готовит, она мне уже соль ложит рядом, потому что для меня ее еда кажется все очень пресная, не соленая, так что у каждого свой вкус. Классно. Вкусно. Теперь я туда добавлю наш крахмал. И потом я добавлю наши яйца. Сюда я положил 2 ложки крахмала. Иногда крахмал получается очень жидкий. Я посмотрю, если надо, то я еще добавлю. Лучше не добавить, чем перебавить. И вот мы сюда все вылили. И посмотрим. Ну, это достаточно. Это достаточно. Очень хорошо. Достаточно. Сейчас это у нас немножко прокипит, и я добавлю яйца. Я уже говорил в одном видео, как яйца я добавляю в супы. Мне, в общем,
кто-то посоветовал или где-то я видел, что когда вы делаете вот специально вот китайскую кухню, добавляете яйца и перемешиваете так ложкой. Все кипит. И теперь я перемешиваю ложкой и очень медленно заливаю яйца. И перемешивайте по стрелке часов. И продолжайте мешать. Оставлю немножко покипеть. Сейчас проверим еще раз, как все у нас готовится. О, какая красота здесь. Прекрасно. И теперь что я сделаю? Этот зеленый лук я все добавлю вот сюда. Так, немножко цвет еще зелени. Перемешаю. Таким образом. И выключаем нашу плитку и даем постоять минут 5 перед сервировкой, перед подачей на стол. Ну, перед тем, как подавать на стол и у нас будет ужин, я попробую суп с вами тоже немножко и скажу, что получилось. Итак, 5 минут прошло, давайте попробуем. Я немножко положу себе и посмотрим. Посмотрите, какой у меня сегодня суп получился. Я пытался сделать и с вами поделиться моим рецептом супа китайского кукуруза с курицей и пак чой. Вот такое. Не очень жидкое и не очень густое. А теперь попробуем, что же у нас тут. Какая вкуснятина. Чувствуется лучше, чем в китайском ресторане. Но я должен отдать должное китайской кухне. Она очень вкусная, питательная. И иногда можно сделать очень простое блюдо, как это, но вкусно, что вы на самом деле будете удовольствие получать. Итак, сегодня я с вами поделился моим способом, как я приготовляю этот суп. Как вы видите, это очень легко, но он очень вкусный тоже. И здесь немного составляющих, но и очень легко делается. Самое главное, чтобы у вас была курица, кукуруза, а пак чой, это китайскую зелень, что добавил, это добавляет себя, потому что я на кухне экспериментирую, и я считаю, что пак чой сюда суп тоже хорошо идет. Если вам понравилось это видео сегодня, поставьте лайк. Я буду очень признателен, если вы подпишетесь на мой канал тоже. Таким образом вы меня поддержите. А на этой ноте хотел бы с вами попрощаться. Желаю вам самого наилучшего. Берегите себя, своих близких. И мирного неба всем нам. До новых встреч. Пока-пока.